А вы откуда? Альфа Центавра знаешь? Да. Тамошние мы. Человек может с самого раннего детства чувствовать себя все время чужим, все время в чужой среде. Он от этой среды так или иначе защищается, он более-менее успешно к ней пытается приспособиться, но все получается не так. Все получается криво, все получается через пень-колоду. И ему говорят: ты неудачник, ты чудной, ты ненормальный. Но вдруг этот человек встречает свою родную душу, или тем более встречает группу родных душ, тех людей, которые ему созвучны, да, и все. У него это, вот в этот момент у него все это проходит. В этот момент у него внутри полное принятие. Он нормальный, он другой. Ну и что? Вот если вы обратили внимание, многие на том видео, о котором мы говорили, да, вот потом ссылка будет, кто захочет, посмотрит. Многие говорили, что чувствовали себя инопланетянином. Ну а как еще иначе сказать? Потому что как бы ты, куда бы ты ни шел, ты везде чужой. То есть, если ты все-таки взрослый человек и стараешься об этом думать, размышлять, ты начинаешь понимать, что раз оно все чужое, значит, ты откуда-то не отсюда вообще. Но я думаю, что здесь даже не столько логика, а сколько, знаете, вот когда Ну, ребенок... ощущение внутри. Да, ощущение внутри. Вот у меня это с детства было. Вот четкое ощущение, что у меня где-то есть моя родная планета. И я всегда хотела, чтобы меня туда забрали. И очень многие люди об этом же самом говорят. Только стесняются еще говорить, Да, кстати. это просто, когда душа приходит в этот мир, в физическое тело, она еще помнит, откуда она пришла. Поэтому у маленьких детей очень часто случаются воспоминания прошлых жизней. А некоторые дети рассказывают маме своей, еще будучи совсем маленькими, о том, что они помнят, как они пришли в мамин животик. То есть представляете, насколько, да, вот эта вот память еще живет. Поэтому мы помним это чувство родного дома, когда мы приходим сюда, в этот мир. Но потом с течением возраста, уже с течением лет это забывается, и человек начинает уже не понимать, что же с ним не так, он начинает страдать. А в детстве мы еще помним это чувство, поэтому мы думаем, что вот там где-то есть то самое пространство, где нас поймут, где нас примут. И у меня даже всегда было ощущение, что есть какая-то планета, где мне будет очень хорошо. Вот просто мне нужно ее найти, эту планету. Не только ощущение, люди именно смотрят на небо, Да. смотрят на звезды, Да. и в эти звезды кричат или молятся: заберите меня отсюда, там где-то мой дом. Да. То есть вот это ощущение инопланетности, оно, в общем-то, не беспочвенное, оно совершенно реально. И если человек занимается глубинными духовными практиками, ну вот в частности у нас такие практики проходят на ретритах особенно, вот сейчас на интенсиве тоже будет, это трансовые дыхания в первую очередь, медитации, другие РД-практики. Вот в этих глубинных практиках человек вдруг вспоминает, причем не просто вспоминает, а очень живо переживает свою вот эту родную планету. Вы знаете, очень кстати будет рассказать интересный случай. Мы были в Питере, это был 2014 или 2015 год. 14 год. Вы знаете, вот просто честно, прямо скажем, вот женщина, она, интересуется духовными практиками, но живет она как бы обычной жизнью, да, в социуме, все нормально, все хорошо, у нее друзья, семья и так далее. И вдруг, вот эта вот медитация, такая глубинная РД-медитация, и она вспоминает свою родную планету. Она, в общем-то, опешила, что она видит другую планету, она видит инопланетян. Но самое интересное, что в это же самое время Шанти переживает ровно то же самое. Та же самая планета, та же самая ситуация. Медитация, она как бы молчаливая, то есть люди сидят молча. Никто ни с кем не общается, не говорит: о, я вот на этой планете. Нет, все сидят молча. И только после медитации люди, обмениваясь, выяснили, что вот эта вот женщина, зовут ее Елена, будем так говорить, вот Елена и Шанти, они видели одно и то же. Одно и то же. Вы знаете, другая планета, да? И вдруг эта женщина, она говорит: вот я теперь понимаю, почему я таких мужчин искала, потому что я там таких очень похожих видела. Я понимаю, почему у меня в жизни вот такие события, потому что там вот это вот так-то прослеживается. Мы не будем всех подробностей. Да. То есть, вы знаете, вот это ощущение инопланетности, оно далеко не беспочвенно. Конечно. Оно имеет под собой очень реальную почву. Но это, с одной стороны, вы должны понимать, что да, действительно, может быть,
Не может быть, а вполне вероятно, раз вы смотрите это видео, да, и до сих пор вы его смотрите с самого начала, наверное, у вас что-то очень сильно отзывается. И очень может быть, что лично вы тоже часто чувствовали себя с другой планеты. Кстати, напишите об этом в комментариях, чувствовали или нет. Вот, будьте открытыми. Мы об этом тоже в конце скажем. Так вот, вот эти вот все ощущения, они могут быть реальны, а с другой стороны человек может очень многое нафантазировать. И вот это уже другая проблема. Когда у человека включаются иллюзии, когда у человека включается духовная гордыня, опять та же самая, он говорит: ого, я на той планете какой-нибудь там архиаватар, назвать себя грандмастером какого-нибудь ордена, с каких-нибудь плеяд и тому подобное. И на этой почве может развиться духовная гордыня, может развиться очень большая иллюзия, и со временем, не будем скрывать, со временем у человека может развиться реальное психическое заболевание на этой почве. Реальное. То есть он уже теряет грань между этой реальностью, нашей земной, той реальностью, которую он переживает, или какой-то еще другой реальностью, которую, может быть, выдумал. Да? Все это перемешивается, в такую кашу превращается, и человек реально начинает страдать психическим заболеванием. Не зря же в психиатрических клиниках лежат люди, которые Наполеоны, Клеопатры и так далее, да, то есть вот это соскочить очень можно быстро, но мы сейчас не об этом. И опять зададут вопрос: а как отличить реальность от иллюзии? Вот очень часто мы подробно об этом говорим на тренингах, на ретритах, и вы знаете, что интересно? Может быть, этот фрагмент мы опубликуем, может быть, нет, фрагмент с рождественского РД-ретрита. Я обратился к участникам с прямым вопросом. Я говорю: вот сейчас мы разбираем довольно тонкую тему – иллюзии и реальность на духовном пути. Да? Вы понимаете, о чем мы говорим? Все говорят: да, мы понимаем. Я говорю: но если это видео я вдруг выложу и опубликую в Ютубе, то очень многие зрители не поймут. Почему? Потому что участники живых тренингов, ретритов, их сознание поднимается, работа, практики, все настроено таким образом, чтобы сознание человека поднималось на мистический план, и для того, чтобы эти знания были ему легко доступны и понятны. Но потом, возвращаясь домой, эти же самые люди, у них может опуститься сознание, они начинают вспоминать и говорить: боже, что там было Что-то вообще? бред какой-то Что был. какая-то ерунда. То есть, понимаете, вот этот процесс отделения реальности от иллюзии не такой простой. На него невозможно дать вот такой прямой ответ. Иллюзия вот это, а реальность это вот это. Это не так просто. Это работа с сознанием.